Всем привет, с вами Левша. В этом выпуске мы продолжим с вами разбирать карту Севергорск. И на этот раз речь пойдет о верхней базе. Поехали! Атакуя в группе танков по низине, лучше добраться до этого места. Тут вам будет легче всего перестреливать с вражескими танками. Но не стоит сюда ехать в одиночку, это небезопасно. На легком танке с верхнего респа в правой части города можно сыграть таким образом. От этого дерева можно засветить переезжающие танки в квадрате H8. Также в Оренгенте это двор, и если с другой стороны дома приехали вражеские СТ, то они не смогут выехать без засвета на ваши союзные танки. Ну а если противники не приехали, то через пару минут, когда все танки разъедутся, можно попытаться проехать к вражеской артиллерии. В начале боя на легком танке с этого пригорка можно засветить танки H7. Хорошая позиция есть возле этого дома. Отсюда вы можете расстреливать подъезжающие танки по 7-й линии. Также вы сможете стрелять по атакующим танкам на 8-й линии. Отсюда есть прострелы между домами в правой части города, в квадратах Е4, Е5. И также имеется прострел по танку на балконе, в холмах. Если понадобится, то отсюда вы сможете зайти в корму танкам, которые прорвались по низине, или поехать в атаку на 8-ю и 9-ю линию. Играя в камнях по 8-й линии, можно занять этот камень. Выезжая с левой стороны, можно эффективно наносить урон, так как часть вашего корпуса будет закрывать камень. Когда подъезжаете к 9-й и 0-й линии, учитывайте, что в начале боя быстрые танки соперника могут подъехать в Е0 и расстрелять вас на подъезде, так что зацеливайте 0-ю линию. При перестрелке в этом месте помните, что вражеские танки могут выехать с левой стороны. Старайтесь лишний раз не подставляться. Также не забывайте прижиматься к холму, который справа от вас. Арте будет сложнее вам закинуть, и вражеским танкам, чтобы нанести по вам урон, придется больше выезжать и тем самым подставляться как под вас, так и под ваши союзные танки. Когда вас давит большим количеством танков, отъезжайте назад. А также придерживайтесь правой стороны. Используя рельеф, вас будет сложно прострелить, а танк, который пытается вас выцелить между камнями, не сможет нанести урон. Впрочем, вы сами можете настреливать урон в борта танков между камней. Если вы прорвали свой фланг на 8-й и 9-й линии, то с этого пригорка можно простреливать танки, находящихся в холмах на F3. Играя в холмах на танке с крепкой башней, можно доехать до этого камня. За ним вы развалите танки, которые будут пытаться выезжать справа. Да и с танками слева тоже не возникнет никаких проблем. Им же, в свою очередь, нанести по вам урон будет крайне тяжело. На этот раз я не стал показывать прострелы артиллерии, так как закидывает она везде, где можно. Тут уже все зависит от ее расположения на карте. Вот такая вот у нас карта Севергорск. Оставляйте свои комментарии, в каком формате вы хотели бы видеть обзоры как по картам, так и по танкам. А также подписывайтесь на мой канал на YouTube и смотрите мастер-классы. Всем пока!